Привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептами блюд из фарша, которые чаще всего готовлю, и вся моя семья их ест с удовольствием. И, кстати, еще просит добавки. Если вам эта тема понравится и видео наберет 10 тысяч лайков, то я сразу выпущу еще один ролик с моими любимыми рецептами из фарша. Ну а тем временем начну с приготовления тефтелей, для которых беру постный говяжий фарш и фарш куриного бедра. По вкусу солю и перчу. Репчатый лук кладу в измельчитель и несколько секунд прокручиваю его. Добавляю натертую морковь и уже отваренную холодную гречку. Не нужно превращать все эти ингредиенты в однородное пюре, но они должны стать значительно мельче. Содержимое измельчителя перекладываю к мясному фаршу. Еще я кладу мелко нарезанный кабачок и зелень петрушки и укропа. Фарш тщательно вымешиваю и формирую тефтели влажными руками. И выкладываю их в подходящую форму для запекания. Теперь приготовлю соус. В небольшой сотейник выкладываю нарезанный лук-порей, можно использовать репчатый. Также туда идет измельченный чеснок, нарезанный стебель сельдерея. Томат я предварительно очистила от кожицы и нарезала мелким кубиком. Овощи протушиваю на несильном огне 1-2 минуты. Добавляю к ним томатную пасту, перемешиваю и вливаю воду. Соус варю на медленном огне 15 минут. Погружным блендером пюрирую его и добавляю сметану. Заливаю соусом уже сформированные тефтели и отправляю их запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Тефтели получаются просто замечательные, мягкие, нежные, сочные, с большим количеством овощей. И отдельная песня – это соус к ним. Очень рекомендую попробовать. Дальше приготовлю самые обычные котлеты. Котлеты дома готовлю очень часто и готовлю именно так. Мне очень нравится смешивать разные сорта мясного фарша. Сегодня я взяла говяжий постный фарш, фарш из куриной грудки и фарш бедра индейки. В фарш на мелкой терке натираю зубчик чеснока и головку репчатого лука. Добавляю соль по вкусу и кладу одно яйцо. Хорошенько фарш вымешиваю и даю ему постоять минут 15. Влажными руками формирую котлетки и обжариваю их на разогретой сковороде. Сковороду предварительно смазываю буквально 1 граммом растительного масла. Огонь под сковородой у меня всегда ниже среднего, и котлеты в процессе обжарки переворачиваю несколько раз, чтобы они равномерно приготовились и не подгорели. Если вы сомневаетесь, готовы котлеты или нет, аккуратно сделайте небольшой прокол, и если сок будет прозрачным, то котлеты готовы. Ну вот, собственно, и все секреты. Котлетки румяные, очень сочные, мягкие и нежные. Смотрите, сколько сока из них выделяется. Для следующего блюда я в равных пропорциях взяла фарш из куриной грудки и фарш из куриного бедра. Солю по вкусу и добавляю специи: черный молотый перец, сушеный лук и сушеный чеснок. Насыпаю овсяные отруби и фарш перемешиваю, даю ему постоять минут 10. Влажными руками формирую небольшие пухленькие биточки. Сковородку смазываю каплей растительного масла и биточки обжариваю с 2 сторон, чтобы образовалась корочка. На время убираю их из сковороды. Шампиньоны режу очень мелко. Выкладываю грибы в сковородку и жарю до золотистости. Грибы немного солю и добавляю цельнозерновую муку, у меня сегодня полбяная. На медленном огне постоянно помешиваю, грибы с мукой обжариваю 1 минуту и понемногу начинаю вливать молоко. Кладу небольшой кусочек сливочного масла и добавляю щепотку мускатного ореха. В грибной соус выкладываю заранее обжаренные биточки. Сковородку закрываю крышкой и на медленном огне готовлю 15-20 минут. Вот такие аккуратные пухленькие биточки получаются. Они очень пышные, при этом сочные и нежные внутри. И с ними замечательный, очень ароматный грибной соус. Ну а следующее блюдо я всегда готовлю для детских праздников. И от него в восторге не только дети, но и взрослые. В равных пропорциях беру фарш из бедра индейки и грудки индейки. К фаршу добавляю яичный желток, мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Кладу немного дижонской горчицы, она мягкая. И еще добавляю творог, соль и черный молотый перец. Фарш немного вымешиваю и всыпаю в него овсяные отруби. Яичный белок взбиваю миксером в крепкую пену и выкладываю в фарш. Взбитый белок аккуратно вмешиваю в фарш. Влажными руками формирую мясные шарики. Выкладываю их в форму для запекания и в разогретой до 180 градусов духовке готовлю 20-25 минут. Сервирую теплые мясные шарики на тарелке, в каждый втыкаю деревянную палочку.
Дети будут просто в восторге. Этакий мясной чупа-чупс. Мясные шарики всегда получаются очень нежными и воздушными за счет взбитого белка и творога. Конечно же, очень вкусными и выглядят очень эффектно. Следующее блюдо из фарша я готовлю на пару. Через мясорубку пропускаю сразу все основные ингредиенты: филе куриной грудки, размороженную брокколи, зелень петрушки и укропа, а также небольшой зубчик чеснока. В полученный фарш добавляю 1 яичный белок и творог. По вкусу черный молотый перец и соль. Хорошо вымешиваю фарш, получается он в общем-то достаточно липким, но это не страшно. Влажными руками формирую небольшие котлетки. Сформированные котлеты выкладываю в лоток мультиварки и готовлю на пару 20 минут. Получаются идеально нежные и сочные котлетки. Брокколи в них в принципе не ощущается, а творог дает неожиданный сырный вкус. Далее готовлю зразы. Если вы заметили, я очень люблю смешивать разные виды фарша. Так изделия из них всегда получаются вкуснее, но по желанию можете взять какой-то один вид. Итак, у меня постный говяжий фарш, фарш из грудки индейки и из бедра индейки в равных пропорциях. К фаршу добавляю соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, сушеный лук и орегано и хорошо вымешиваю. Фарш делю на 4 равные части, из каждой формирую небольшую лепешечку. В середину кладу листья свежего шпината и перепелиное яйцо. Яйца сварила заранее. Аккуратно закрываю края фарша и формирую зразы. Вся начинка должна полностью находиться внутри. Смоченные водой руки значительно упростят весь процесс. Зразы выкладываю на противень и запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Мясная оболочка зраз очень сочная и ароматная, а внутри вот такая красота, очень красивая, вкусная и полезная. Следующее блюдо очень порадует мужчин. Я часто готовлю такое блюдо для своего мужа. Постную мягкую говядину нарезаю очень мелко. У меня шейная часть. Она может быть не очень красивая, не очень ровная, но мясо в ней очень подходящее. Нарезанное на мелкие кусочки мяса дополнительно рублю ножом еще 2-3 минуты. К рубленому фаршу добавляю соль и хорошо перемешиваю. Даже в миске можно еще дополнительно его отбить. Формировать бифштексы очень удобно на листе бумаги для выпечки. Фарш на одну порцию выкладываю на бумагу и влажными руками формирую бифштекс. Придаю ему округлую форму и делаю бифштекс достаточно плоским, чтобы быстро прожарился. Жарю бифштекс на антипригарной сковороде без добавления масла. Огонь делаю средний. С каждой стороны обжариваю примерно 3 минуты. На другой антипригарной сковороде в это время жарю одно яйцо. Чтобы белок быстро и равномерно прожарился, доливаю немного воды и готовлю под крышкой на среднем огне. Сервирую блюдо с пылу с жара. На горячий бифштекс выкладываю горячее готовое яйцо. Пишите в комментариях, какое блюдо вам больше всего понравилось. И до новых встреч!